Друзья, я сейчас в городе Кведленбург. Тут есть такой интересный антикварный магазин, достаточно большой. Сейчас зайду, посмотрю, что там, и посмотрим вместе, что там есть. Магазин очень интересный. Для антикварного магазина достаточно большой магазин. Здесь в основных помещениях где-то примерно 4-5 комнат, полностью заваленные товаром, увешаны все стены, заставлены витринами, комодами, столами. Все это заполнено вещами, которые продаются. Шикарная бронза. €47. Есть еще подвал, но там не так все интересно. И есть еще верхние этажи, тоже там витрины с товаром, ну там в основном мебель. Но везде картины на стенах висят. То есть магазин, ну реально, я не знаю, сколько лет это все собиралось. Очень много товара, просто очень. Даже нетски выставлены, причем их тут немало. В магазине очень много скульптур из бронзы, из металла. Мне нравится очень эта тема. Люблю красивые изделия из металла. Шикарный песик. €102. Бык €70. €70 бык. Поэтому, конечно, пройти мимо не мог. Посмотрел. Eine ganz bescheidene Frage, ich kenne mich damit nicht so aus. Wenn das B-Ware ist das jetzt ganz aktuell? Oder Das ist halt eine interne Bezeichnung von uns. Das ist eine interne Bezeichnung von uns. Okay. Wenn es eine A-Ware ist, ist es eine alte Ware. Wenn es eine B-Ware ist, eine neue Ware. 115. So, dann können wir jetzt. Danke, tschüss. Шикарная бронза. $138. Ну, красиво. 138. $139. Давно я не был в этом магазине. И, по-моему, раньше это был магазин. Но, походив по нему, я подразобрался, что сейчас это уже не просто магазин. Здесь еще и проводят аукционы. То есть аукционный дом сделали из этого магазина. И образцы, которые выставлены на витринах, некоторые имеют печатные ярлыки, на которых есть инвентарный номер. Ну, то есть аукционный номер. И ценники на них — это стартовая цена. А те ценники, которые написаны от руки, на которых нет номера, это реальная цена, по которой можно купить вещи в этом магазине. Поэтому я не сразу это понял. Поэтому смотрите, там, где ценники от руки написаны, это реальная цена, по которой можно вещь купить прямо здесь.
Все остальное это периодически проводятся аукционы, и можно выиграть на аукционе. И в данном случае вот здесь выставлены монеты. Я их потом пересмотрел практически каждую, ну, которая, по крайней мере, меня интересовала. Монета в штемпельном состоянии, которые я бы купил, здесь достаточно немного, всего там максимум 8-10 штук. В принципе, все остальное состояние не очень хорошее. Или с чисткой, или уже потертые монеты. Поэтому не так много монет достойных. Милитари тема есть холодное оружие, в данном случае сабли разных периодов. Сабли по 220, 280, 240. Даже, по-моему, шпага есть. Но я не смотрел, не брал их в руки, не смотрел, какие там клинки, в каком они состоянии. Это не моя тема. Столовое серебро. Витрина серебра. И таких комнат тут очень много. Богатый ассортимент. Магазинчик. Очень много картин в магазине. Я думаю, тут каждый ценитель, каждый коллекционер отсюда может уйти не с пустыми руками. Выставленную цену они не продают. Так вот, часики прикольные. Uhr, ja? Какой шикарный лев. 1200. Есть в магазине на что посмотреть. Есть в магазине что купить. Не все цены, конечно, приятные. Некоторые вещи стоят дорого или стоят рыночную цену. Но, думаю, если хорошо поискать, можно найти по приемлемым ценам. Это пластик какой-то. Непонятно, что это. Приятные статуэтки. Хорошая работа. $59. Прикольный мопед. Короче, ребята, я разобрался. Здесь цены не продажи. Это все выставлено на аукцион. И цены стартовые аукциона. Да, картин очень много. Все стены увешаны картинами. Живописи здесь немало. Очень много масиновского фарфора в шкафах стоит.
И статуэтки, и посуда. Но его много, реально много. Причем достойные, красивые изделия. Но это все выставлено на аукцион. Очень красивая посуда, сервизы, вазы, тарелки, скульптуры. Достойно. Ich bin, ja. Ja, ich Kasse, ich wohl, ja. Ja, sehr viel. Das ist nicht viel los. Genau. Jerusalem ist ja gar nicht so los. Es ist morgen Fernsehen. War ja noch. Da will keiner mehr reden. Das ist keiner verrückt. Dann kommt er nie her. Und guck mal, warte bei ein paar Jahren. Hat Urlaub da. Das ist Nur hin. Warte mal, abgegeben, muss morgen, dass da richtig zur Sache geht. Ja. Ja, ich komme gleich, ja? Die wird jetzt. Das ist geil, wenn sowas kommt. Ne? Вот еще шикарная бронза. Просто офигенно. 220 лошадь. 125 футболист. Балерина бомба. 190. Шикарная фигурка. Выглядит супер просто. Большая лошадь 345. Игрок гольф 167. И правосудие 265. Красивая бронза. Балерина вообще бомба. Красотка. Класс. Да, магазинчик прикольный. И тогда еще мы идем сюда. Там еще есть подвал. Тут еще есть второй этаж. Мы пойдем на второй этаж. Сходим, что там. Здесь фарфор. И картины. Все увешано картинами. Кто-то долго занимался этим антикварным бизнесом, но, видать, хозяин умер и все на аукцион выставили. Лампа винтажная, мебель прикольная. 680 евро комод.
Этот 500 крашеный. Ну, здесь мебель. Витрина 1100. Кабаны 300 евро. Опа. Еще одна витрина. Угловая 890. Ну да, тут ценник такой. Не так было у меня много времени. Осмотр был такой достаточно быстрый, беглый. Ну, если бы смотреть каждую витрину и каждую интересную вещь, я не знаю, это было бы, наверное, пару часов, если не больше. Поэтому, конечно, все это очень беглый осмотр. Что успел, то успел. Ученые вон стоят. Кресло-качалка винтажно. Работает. Почему бы нет? Такой столик туалетный. Ну, такое. Кто бы это мог быть? Так, еще одна комната с мебелью. Картин много. Да, все выставили на аукцион. Видать, хозяин собирал всю жизнь и умер. И все пошло с молотка. Что-то я уже заблудился. Ну да, тут мебель, картины в основном. Столик прикольно инкрустированный. Наверное, для игры в разные игры. Скорее всего, крышка откидывается. Раскладной столик прикольный. Отделана орехом. Старая мебель, красиво. Немецкая мебель. Еще одна комната. Так, Штирлица снимать в зеркало не будем. Интересные стулья. Кабанья охота. Ну, такое. Орех. Еще одна комната. И еще одна комната. Даже вот телевизор какой есть. Уже раритет. Да. Умер человек, умер бизнес. Никто не узнает. Вот такой кассетник. Даже глобус из детства. Что немножко фолеристики. Но далеко не все выставлено на аукцион. Поэтому походить, посмотреть, поискать можно. Есть интересные вещички. Если не ошибаюсь,
Рыцарский крест Железного Креста. Нечастый экземпляр. Сейчас ближе сделаю. Ну, вон они. Сейчас ближе сделаю. Ну, вон они. Нашел несколько витрин с милитари тематикой. Здесь и советские награды, более поздние, уже послевоенные, и немецкие награды от империи до Третьего Рейха. Есть экспонаты интересные. Есть предметы по Первой мировой, по Второй. Бинокль прикольный, старый. Да и книги тоже. Вот в данном случае тарелочка с портретами Вильгельма II и Франца Иосифа. Такая патриотическая тема. Тоже такая недешевая посуда с такой тематикой. Вот. Лаковые кружки. Ну, опять холодное оружие. И вот, смотрите, даже кортик вермахта лежит Третьего Рейха. Ну, какое-то еще экзотическое оружие, не европейское. Вот штыки к винтовкам. Ну, вот тоже кружки, наверное, по Первой мировой. Какие-то награды, значки есть. В общем, милитари тема присутствует. Солдатики оловянные, раскрашенные. Ну и вот посуда с атрибутикой по Первой мировой. Кружки тоже ветеранские. В общем, по милитари теме в магазине тоже есть кое-что, но все это на аукцион выставлено. Везде аукционные бирки. Вот даже ваза Третьему Рейху по Олимпиаде 1936 года. Вот такой прям фонтан целый стоит в магазине с меня ростом. Вот он, реклама аукциона. Да, интересный магазин. Аукцион Хаус. Друзья, надеюсь, обзор всем понравился. Надеюсь, каждый увидел что-то интересное для себя. Благодарю всех за просмотр и до новых встреч.